Ну вот я к вам и вернулся. Да, к сожалению, изб- испанская погода, она такая, обманчивая. То есть днем действительно поднимается до 17-20 градусов температура. И на солнышке, особенно когда нет ветра, тепло и хорошо. И я, к сожалению, на прошлой неделе снял куртку. Видимо, немножечко был вспотевший, ветерок. И вот неделю я уже болею чем-то похожим на насморк. Надеюсь, что это не ковид. Просто обычные вирусные заболевания, сопли, кашель, горло болит, общая слабость. Сегодня первый день, когда я хоть как-то могу говорить похожим на человека образом. Поэтому прошу прощения за перерыв в общении. Я старался вам отвечать, насколько это возможно, в комментариях. Отдельное спасибо тем, кто комментирует. Единственное, я вас хочу попросить, все-таки старайтесь выражаться без использования оскорблений, жаргона. Я вижу, что некоторые комментарии без моего желания YouTube ставит на удержание, пока я туда не приду и не разблокирую их. И, к сожалению, некоторые комментарии я просто не могу разблокировать. То есть YouTube их банит сам по себе. Если вы хотите высказать что-то, делайте это так, как вам хочется. Свобода слова. Но желательно с использованием обычной лексики, без жаргонизмов. Особенно будьте внимательны к использованию всяких эпитетов, которыми называют в России представителей ЛГБТ, оскорбительных эпитетов. YouTube по умолчанию это все не дает в принципе опубликовать. То есть хотел бы я, не хотел, я все равно такие слова не могу опубликовать в YouTube. Да, и мат тоже не стоит писать, потому что YouTube ваш комментарий задержит. С другой стороны, вы вольны в комментариях писать любую свою точку зрения. Я стараюсь на каждый комментарий отвечать, вступаю с вами в дискуссию мотивированную. И опять же, если вы хотите со мной пообщаться, а не просто сказать мне, какой я плохой человек, как-то обосновывайте свою позицию. Не пишите просто какую-то гадость обо мне, ну хотя бы обоснуйте, почему гадость. Да, так, это вступление. Но тем не менее, пишите комментарии. Можете написать, как я вам звучу сейчас. Кстати, я тут неожиданно выяснил такой момент. Можете поэкспериментировать. Поставьте это видео на скорость прослушивания 2. Или любое другое мое видео. На скорость прослушивания 2 или 1.75. И мне кажется, что я на такой скорости звучу, как Артемий Лебедев. Почему-то. Да. Ставьте лайк за такое открытие мне. Так, я думал, что же вам рассказать. Ну, по поводу испанской медицины, вы и так уже много-много знаете. Говорил я или нет, честно не помню. Значит, меня записывали в прошлом году, не в 24-м, а в 23-м году, в ноябре, записывали на операцию по удалению камней в желчном пузыре в Сабаделе, в парке Таули. Я пытался получить от этого, и мне сказали, что мы тебя запишем, но там очередь, надо ждать. Я пытался от парка Таули получить историю своей болезни, потому что у меня было помимо обнаруженных камней еще и камень в почке, который, видимо, где-то разрушился. В мае месяце этого года я сделал компьютерную томографию, там же в Сабаделе. Диск худо-бедно они мне в сентябре с этой компьютерной томографии отдали. По почте прислали, в руки не дали.
Историю болезни не дали. И когда я начал им писать, что, ребята, я на вас буду жалобы писать везде и всюду, они перестали мне отвечать в парке Таули, в госпитале. И поставили меня на операцию на 11 декабря 2024 года. Пришла смс от системы здравоохранения Каталонии, что ты записан на операцию на это время. Нет, стоп, не на операцию. На встречу с анестезиологом, на встречу со всякими специалистами профильными, которые перед операцией должны тебя осмотреть, проверить. Ну, вдруг у меня жуткая аллергия на какие-нибудь компоненты наркоза, и я не могу обычным образом быть прооперирован. Потом в начале декабря мне звонят из Сабаделя и говорят, а мы тут вашу операцию перенесли на 4 декабря. То есть не предварительное обследование, а уже операцию на 4 декабря записали. Я девушке на английском объяснил, что, вы понимаете, я не просто не живу в Каталонии, но я сообщил о том, что я не буду жить в Каталонии еще в сентябре этого года. Как работает эффективная испанская медицина. То есть с сентября они этого года знают, что я не живу в Каталонии, а живу в Аликанте, ну, в провинции Аликанте. Тем не менее, мне выделяются слоты на прохождение предварительного обследования. И только где-то в первых числах декабря, может быть в конце ноября, в самых последних числах, девушка позвонила и узнала, что я не приеду ни на операцию, ни на обследование, потому что, как мне объяснили врачи из Каталонии, вероятность того, что они тебе проведут операцию, зная, что ты не живешь в Каталонии, равна практически нулю. То есть я приезжаю, они говорят, дайте документы, я даю документы, они говорят, а вы у нас больше не живете, до свидания. Но тем не менее, они мне все это вставили в график, слали смс-ки. В общем, была бурная деятельность. Абсурд, конечно. Но еще больше абсурд то, что я пришел здесь, в провинции Аликанте, пришел в местную поликлинику, получил местную карточку медицинскую. И говорю врачу семейному, что, понимаешь, чувак, у меня были проблемы с почкой, ну, вроде камень вышел, и у меня остаются камни в желчном пузыре. Никто их никуда не вырезал. Он говорит, пройди медицинское обследование, ну, то есть сдай анализы. Сдаю анализы. Анализы говорят, большое содержание мочевой кислоты, вот, из которой, в принципе, могут формироваться камни в почках, и высокое содержание холестерина. Хотя я не ем никакое мясо, я не ем с 3 августа. И вроде чуточку похудел, ну чуточку, только на пару килограмм. Хожу, вы видите, да, там стараюсь создавать дефицит калорий, не всегда получается, тем не менее. Я им говорю, что вот у меня вот проблема, камни есть. У меня там, говорю, есть операция, назначенная в Каталонии. Он видит анализы, потому что у меня повышенный холестерин. И я его спрашиваю, ну как насчет операции? Она же мне нужна, мне же ее назначили. Тишина. Операция. Ну, он сказал, что тебе опять надо становиться в очередь по новой и ждать эту операцию по новой. Вот. Ну, я, честно говоря, не вижу смысла становиться по новой, потому что не факт, что я дождусь операции в Аликанте. Я пока не знаю, какой район Испании мне нравится. Значит, по поводу моей болезни текущей, я даже не стал ходить в ургенцию, то есть в приемный покой скорой помощи. Не стал ходить к врачу, потому что я знаю, что они прописывают во всех случаях. Пей побольше воды, горячего, теплого, ибупрофен, парацетамол и покой.
Это вот 146% такой рекомендация была бы. И зашел в аптеку, попросил что-то получше. Мне сказали, что-то получше через рецепт. Ну, а рецепт ты не получишь. Антибиотики, они тут стараются выписывать в самый последний момент, когда человек уже, ну вот, сам уже не выкарабкается, на грани могилы. Да, вот это что касается медицины. Поэтому говорить о том, что медицина, публичная медицина в Испании хорошая, я не могу. Переезд показал, что она одинаково нехорошая везде. То есть, в моей логике, если тебе назначают операцию в одном месте Испании, есть к этому показания, то здесь, в Аликанте, они должны были бы меня автоматом поставить на очередь на операцию, потому что у меня есть уже ИКТ, где видны эти камни. У меня есть показания по анализам, повышенный холестерин в крови. Ну вот, поставьте меня в очередь, давайте хотя бы формально будем ждать. Но даже этого врач не захотел делать, не поставил меня в очередь. Ну и ладно. В принципе, тунис глаз, эти камни меня не беспокоят, так что пускай это самое, буду каменным цветком. Но есть одна проблема с этими камнями. Если ты идешь получать медицинскую платную страховку в какой-нибудь страховой компании, то ты обязан сказать о том, какие у тебя есть болезни на момент получения страховки. Если я им скажу, что у меня есть камни в желчном пузыре, с вероятностью 99% мне откажут в страховании. Потому что им не нужен человек с уже проблемами со здоровьем. Вот. Если я не скажу, что у меня есть камни в желчном пузыре, а это по всем базам данных в Каталонии проходит, и теперь уже знает и врач в Аликанте, значит, я не исполнил условия страхования, я не сообщил о своих медицинских показаниях на момент страхования. Своего рода страховое мошенничество. Поэтому я не иду покупать медицинскую страховку, понимая, что мне ее вряд ли продадут. Вот. А не сказать, что у меня то-то или все-то, ну, значит, в следующий раз, если вдруг что-то серьезное, мне могут и полный счет выкатить. Если вытащить из меня камень, застрявший в мочеточнике, без общего наркоза стоило бы около 7000 евро, то, наверное, вытаскивать 4 камня будет стоить не меньше, а то и больше. Вот. Представляете, вот так вот провести операцию, а потом тебе скажут: чувак, ну, по страховке платной, а потом тебе счет страховая выставит за то, что ты не сообщил об этих камнях заранее. Вот. Ну, вот такая ситуация. Будут они во мне сидеть, пока сами не растворятся. Это, кстати, возможная вещь, но ладно. Так что я лечусь, по сути, подручными средствами, пью всякое теплое питье. Вчера очень тяжело была температура и вообще анемия такая. Вот, видите, сегодня пришел более-менее в себя. Уже почти неделя. Да, из хорошего мне прислали смс-ку: приходите, мы вам сделаем бесплатную прививку от гриппа. Ну, что-то я не уверен, что после того, как я переболел, мне нужна еще прививка от гриппа. Не сделали ли я себя хуже? Ну, посмотрим, еще есть несколько дней до того, как эта прививка назначена. И главный аргумент в смс-ке. Я, кстати, не просил прививок, это они сами придумали мне ее прислать. Уже здесь, по месту, в Аликанте. Они пишут: без очереди. Ага, ты же плюс такой. У нас бюрократия, но вам без очереди. Приходите сделать прививку. Ну, вот такая вот медицина на моем примере в Испании. И я, честно говоря, не знаю в своем кругу людей, которые бы сказали: ой, нет, да это у тебя исключение. У нас там все целуют во все места и все прекрасно. Да, действительно, если мне нужно было пить тамсулазину, это такое средство для лечения болезни простаты, побочным эффектом которого является расширение
мочевыводящих путей, чтобы камень выходил легче. Вот. И эта тамсулозина, она стоит около 11 евро без рецепта в аптеке. С рецептом мне ее продавали, по-моему, по 4 евро. То есть, со скидкой, условно говоря, 2/3. Да. То есть, лекарства по рецепту дешевле, чем без рецепта, но не совсем бесплатные. Просто скидка может быть разная. Может быть, и, условно говоря, стоит это лекарство 10 евро, тебе могут его продать за евро. Какую-то символическую стоимость тебе все равно придется платить. Пойди еще этот рецепт получи. Вот. А не так тебя погоняют, что ты уже откажешься, вот как я. Уже не хочу никаких направлений на операции, ничего, потому что думаю, что где я буду через год, я не знаю. Может быть, я захочу еще куда-то переехать, опять становиться на очередь. Нет. Вот такая медицина. Вот. Все в ваших силах, поэтому в Испании, да как и вообще, наверное, в любом цивилизованном мире, очень важно оставаться здоровым. Если вы будете больными, то очереди в платной, то есть оплачиваемой из налога, бесплатной, вернее, в кавычках, оплачиваемой за налоги медицинской помощи, типа государственных клиник, очереди такие, что вот год прошел на операцию, а я уже не там, и мне бы ее все равно не сделали, если бы я даже туда приехал, потому что прописка поменялась, а в Испании все как в Советском Союзе по прописке. Платная медицина, ребят, давайте так. Минимальная зарплата в Испании 1000 евро. Платить мне за страховку в моем возрасте, с моим весом, нужно порядка 90 евро в месяц. Потому что в основном зависит от возраста. Чем старше, тем больше. Вот и прикидывайте. То есть 10-ую часть я должен просто отдать за платную страховку. Налоги никто не отменял. То есть налоги у тебя будут вычитать. И на эти налоги будут доказывать услуги медицинские долго, мучительно, больно, мало, всем остальным. Вот такая ситуация. Все, спасибо, с вас подписка. Поддержите меня в моем болезненном состоянии, хотя бы подпиской и комментарием. Напишите, как вас в медицине обслуживают в Европе, в других странах, в России, в Украине, в Беларуси, в Казахстане, где меня смотрят. Очень интересно посравнивать, потому что на самом деле я знаю, что в Краснодаре есть платная медицина, но она хоть и платная, цены более-менее приемлемые, то есть подъемные относительно зарплат. И сроки оказания этих услуг, прям радуют по сравнению с Испанией. Жду ваших комментариев.